Всем привет! В этом видео поделюсь простым способом, который сэкономит ваш бюджет и даст отличный результат. Силиконовый герметик – незаменимый помощник в быту. Будь то заделка швов в ванной, герметизация стыков и ремонт мелких трещин. Однако покупные тюбики могут быть довольно дорогие, особенно если нужно обработать большую площадь. Мало кто знает, что силиконовый герметик можно сделать своими руками из доступных ингредиентов буквально за копейки. В этом видео поделюсь простым способом, который сэкономит ваш бюджет и даст отличный результат. Основной компонент покупного герметика – силиконовый полимер, но дома вы тоже сможете создать его аналог, используя простые ингредиенты. Итак, что нам с вами для этого понадобится? Клей ПВА 100 мл. Лучше взять строительный, он гуще и прочнее. Обычная пищевая сода 1 столовая ложка. Жидкое мыло или средство для мытья посуды 1 чайная ложка. Уксус 9% 1 чайная ложка. Он нужен для ускорения реакции и придания эластичности. Крахмал или мел. Его можно использовать по желанию. 1-2 столовые ложки для густоты. Пластиковая или стеклянная емкость. Металлическую лучше не использовать, чтобы избежать реакции с уксусом. Вот в принципе и все. Теперь приступим к изготовлению. В первую очередь надеваем перчатки, чтобы защитить кожу рук. Берем 100 мл клея ПВА и наливаем его в емкость. В моем случае это пластиковый стакан. Добавляем туда 1 чайную ложку жидкого мыла и тщательно перемешиваем. Мыло сделает смесь более эластичной. Затем нужно добавить уксус 1 чайную ложку и снова перемешать. Уксус вступит в реакцию с содой на следующем этапе, что придаст смеси нужную текстуру. Засыпаем соду 1 столовую ложку. Это нужно делать постепенно, не спеша, постоянно помешивая. Вы заметили, как смесь начинает пениться и густеть. Это нормально. Продолжаем мешать, пока масса не станет однородной. Если смесь получилась слишком жидкой, можно добавить немного крахмала и перемешать. Должна получиться густая, но эластичная масса, похожая на покупной герметик. Вот в принципе и все. Ваш домашний герметик готов к использованию. Если не планируете использовать его сразу, переложите готовую массу в герметичный контейнер, чтобы она не высохла. Например, я наливаю его в большой шприц для удобного использования и дозировки. Ну а сейчас давайте перечислим, какие преимущества у домашнего герметика. Первое. Это экономия. Ингредиенты стоят копейки, а из 100 мл ПВА можно сделать около 150-200 граммов герметика. Это почти стандартный тюбик. Второе. Доступность. Все компоненты легко найти дома или в ближайшем магазине. Третье. Безопасность. Смесь не содержит токсичных веществ, в отличие от некоторых дешевых покупных герметиков. Ну и четвертое. Это универсальность. Подходит для мелкого ремонта, герметизации швов в ванной, на кухне и для подделок. Ну и в заключение хочу сказать, что сделать силиконовый герметик своими руками это проще, чем кажется. С помощью клея ПВА, соды и нескольких подручных средств вы получаете бюджетное и эффективное средство для мелкого ремонта. Этот способ идеально подойдет для тех, кто хочет сэкономить и любит экспериментировать. Попробуйте и убедитесь, что даже за копейки можно создать полезный продукт для дома. Ну а на сегодня все. Желаю всем добра, удачи, успехов. Пока-пока.